Региональная ситуация на Южном Кавказе в последние годы становится все более напряженной и многослойной, что связано с одновременно развивающимися политическими, экономическими и военными инициативами внешних игроков, а также внутренними вызовами Армении и Азербайджана. Особое внимание экспертов привлекает проект, инициированный США при участии президента Дональда Трампа. Для Армении это историческая возможность. Второй раз в истории страны к ее берегам подходит корабль под американским флагом. Первая подобная инициатива осталась на уровне деклараций. Однако текущий проект требует глубокой системной работы и осознания того, что речь идет о геополитическом, а не экономическом проекте. Пока слова Трампа остаются единственной гарантией, которая далека от надежности, и Армении необходимо переходить от деклараций к конкретным действиям. Масштаб проекта столь велик и многосоставен, что его полноценное осознание требует значительных аналитических и организационных усилий, включая работу над безопасностью, инфраструктурой и дипломатическим сопровождением. Одним из ключевых элементов проекта является силовая составляющая. Для того, чтобы обеспечить успешное развитие инициативы и стабильность в регионе, необходимо вывести ФСБ России из Сюника. В регионе не должно быть иностранных силовиков, только армянские. После решения этой задачи необходимо будет ставить вопрос о полном выведении российских войск с территории Армении. Эта тема становится особенно актуальной на фоне недавних анонсов в Армении о масштабной акции протеста против присутствия 102-й российской военной базы в Гюмри. Председатель партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян объявил, что 23 августа в Гюмри состоится массовый митинг, организованный с переездом участников из Еревана автобусами. По его словам, безопасность страны не может строиться на базе иностранного государства, а присутствие российской военной базы представляет угрозу независимости и суверенитету. Он также отметил, что истинная безопасность обеспечивается собственными вооруженными силами, независимо от политических или многосторонних союзов. Массовые акции, которые должны пройти в Гюмри, подчеркивают растущее давление гражданского общества на власти и демонстрируют, что вопросы безопасности остаются крайне чувствительными для общества. В то же время это создает дополнительные вызовы для правительства. Необходимость балансирования между внутренними политическими требованиями, международными обязательствами и сложными внешнеполитическими проектами. Реализация планов по выводу российских войск и сокращению иностранного военного присутствия потребует аккуратной координации с внешними партнерами, а также эффективного управления рисками внутренней нестабильности. Военная сфера также играет критическую роль в обеспечении устойчивости проектов. Существующие американо-армянские учения проводятся в рамках плановой программы, но их масштабы и интенсивность явно недостаточны. Один раз в год, с ограниченным участием миротворческих сил, это слишком мало для формирования эффективной боеспособности и выстраивания совместных процедур. Эксперты отмечают необходимость увеличения количества учений, расширения их масштабов и включения в программу совместных действий с иностранными партнерами, в частности с вооруженными силами Франции, включая силы специальных операций. Такой подход позволит повысить профессиональный уровень армянской армии, а также укрепит дипломатическую самостоятельность страны, игнорируя потенциальные протесты со стороны соседних держав, таких как Азербайджан, Россия и Турция. Дипломатическая составляющая региона также остается крайне напряженной. После сентября 2022 года Армения акцентировала внимание на оккупированных Азербайджаном территориях, в то время как Баку в ответ указывал на контроль Арменией международно признанных азербайджанских анклавов. Этот дипломатический маневр создавал впечатление ложного равенства между проблемой, существовавшей с 90-х годов, и недавними агрессивными действиями Азербайджана. Параллельно Турция активно продвигает проект так называемого Зангезурского коридора. 22 августа в Анкаре планируется церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Игдир-Аралык-Дилуджу. Турецкие официальные лица подчеркивают, что запуск этой линии повысит эффективность транспортного сообщения на линии Восток-Запад, простирающейся от Пекина до Лондона,
увеличит грузопоток и пассажирские перевозки на востоке Турции и укрепит геостратегические позиции страны. Проект предусматривает строительство двухпутной электрифицированной линии длиной 224 километра с пропускной способностью 5 миллионов 500 тысяч пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год, включая 24 тоннеля, 10 мостов, 144 подземных и 27 надземных переходов, а также 480 водопропускных сооружений. Линия соединит Нахичевань с другими регионами Азербайджана, обеспечивая непрерывное железнодорожное сообщение и ускоряя выход производственного потенциала на внешние рынки. Финансовую поддержку проекту оказал японский МОЭФГ банк в размере 2 миллиарда 400 миллионов евро. Эксперты отмечают, что подобные инфраструктурные проекты значительно усиливают влияние Турции и Азербайджана в регионе и создают новые вызовы для Армении в сфере транспортной и экономической безопасности. В дополнение к этим процессам, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли решение подать совместную заявку на присуждение Дональду Трампу Нобелевской премии мира. Пашинян отметил, что мир между странами был достигнут благодаря посредничеству США и лично Трампа, и подчеркнул неоценимую роль американской администрации в стабилизации ситуации. Совместная заявка демонстрирует стремление обеих сторон закрепить достигнутые договоренности на международном уровне и подчеркнуть значимость внешнего посредничества для решения исторически сложных конфликтов. Таким образом, региональная динамика на Южном Кавказе характеризуется высоким уровнем сложности и взаимосвязанности. Реализация геополитических и инфраструктурных проектов, включая американо-армянское сотрудничество и масштабные инициативы Турции, требует комплексного подхода, включающего силовые, дипломатические и экономические компоненты. На фоне растущей активности соседних государств и необходимости защиты национальных интересов, Армения и Азербайджан продолжают балансировать между внутренними и внешними вызовами. Массовые акции и обсуждение вывода российских войск подчеркивают, что вопросы безопасности остаются крайне чувствительными, а внутреннее давление на власти может напрямую влиять на внешнеполитические решения. Дальнейшее развитие ситуации будет определяться способностью стран координировать свои действия, проводить стратегическое планирование и укреплять собственную безопасность, одновременно адаптируясь к растущему влиянию внешних игроков, новым инфраструктурным проектам и социально-политическим ожиданиям населения, формируя тем самым будущую конфигурацию региональной политики и экономики. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.